История Лелуша на китайской фабрике звезд. Откуда он родом, как попал на шоу, что это за шоу и держит ли его там в заложниках, как утверждают многие русские блогеры. Почему за него голосуют и станет ли он очередным китайским айдолом. Если вам интересно, пожалуйста, продолжайте смотреть это видео. Кто такой этот Лелуш и как попал на одно из самых популярных шоу талантов Китая? Давайте разберемся. Лелуш – это 27-летний русский парень Владислав с самой что ни на есть русской фамилией Иванов. Он родом из Владивостока и приехал в Китай учиться по обмену в Фуданском университете. Казалось бы, вполне обычная история, но не для Китая. Китай – это страна возможностей, и Владислав свои возможности использовал по полной. Он подрабатывал в Китае моделью, гидом, репетитором, переводчиком китайского и даже закупал русскую косметику и продавал ее в своем Тантан. Это китайский Тиндер. Я умышленно употребила слово «подрабатывал», так как мне, как агенту по легальному трудоустройству в Китае, кажется очевидным, что всю эту деятельность Владислав совершал в обход китайским законам, так как студенческая виза, по которой он, скорее всего, въехал и находился в Китае, не давала ему права там работать, предоставлять любые услуги за деньги или продавать любые товары. Но мы ему точно не судья, поэтому давайте разберемся, как он попал на китайскую фабрику звезд. Владислав был назначен переводчиком китайского языка для двух участников шоу из Японии Аму и Ю. Звучит максимально странно, русский парень, переводчик китайского для японцев. Ну да ладно. Владислав прилетел на остров Санья, провинции Хайнань, где снимается шоу, и позже чудным образом выяснилось, что продюсерам не хватает еще одного участника. Из-за нехватки времени на поиски продюсеры приметили симпатичного по китайским меркам Владислава и сделали ему заманчивое предложение. То есть он стал для создателей шоу таким себе расходным материалом, с помощью которого они залатали дыры на кастинг. Владислав дважды отказывался от неожиданного предложения, он не умеет ни петь, ни танцевать, а именно эти таланты участников оценивают зрители. Но после третьего раунда переговоров с продюсерами он согласился и выбрал себе сценический псевдоним Лелуш в честь главного героя аниме Код Гиас. Уже в первых интервью на шоу Владислав объяснял, что победа в конкурсе вообще не входит в круг его интересов, а согласился он на участие просто ради эксперимента и какого-то нового опыта. Совсем не ради будущей популярности, которая в той или иной мере ждет абсолютно любого участника шоу. Давайте уже перейдем к самому конкурсу талантов или китайской фабрике звезд. Что она из себя представляет и как проходит. Шоу талантов Чуанг 2021 или на английском Produce Camp идет в Китае уже 4-й сезон и принадлежит технологичному гиганту Tencent. Премьера состоялась 17 февраля, а финал шоу 24 апреля. Согласно правилам, в шоу принимает участие 90 конкурсантов. В каждом выпуске они проходят различные испытания, готовят разные рекламные интеграции и много чего другого. По итогам зрительского голосования шоу каждую неделю покидают участники, а к финалу образуется группа из 11 человек. Это и будет новый бойбенд, попасть в который, конечно же, мечта каждого участника, пришедшего в шоу. Кроме Лелуша. Участники живут в закрытом общежитии, не могут пользоваться мобильными телефонами и держать связь с внешним миром, и их снимают 24/7. Кстати, это первый сезон, когда на конкурс пригласили иностранцев. Кроме Лелуша, в шоу участвуют ребята еще из 8 стран, в том числе россиянин Давид Колосов, что выбыл после первого эпизода, и украинец Андрей Шамрай, что продержался до 5-го выпуска, даже успев спеть украинскую песню дуэтом с одним из судей. Ну а Лелуш, вопреки своему желанию покинуть шоу в первом эпизоде, как вы уже, наверное, знаете, дошел до самого финала. Итак, почему Лелуш хочет домой? Он не раз говорил в интервью на шоу, что ему не интересно участие и он хочет уйти. Но не может, поскольку неустойка по контракту совсем не по карману простому русскому парню. Он постоянно просит зрителей не голосовать за него, поскольку другие участники больше достойны победы. Жюри тоже открыто комментирует, что Лелуш плохо танцует и поет. А еще на всех репетициях и выступлениях всегда держится на заднем плане, не говорит, если вопросы не адресованы лично ему. Частенько засыпает во время тренировок и бьется головой об стену от безысходности. В то время, когда другие участники готовы перегрызть друг другу глотку за лишние 10 секунд экранного времени.
В общем, участие в китайских шоу талантов — это вам не хухры-мухры, там бешеная конкуренция и нужно пахать круглосуточно. А уж если победишь и станешь айдолом, нужно гастролировать и пахать на агентство еще кучу лет, пока контракт не выжмет из тебя все соки. Если вы хоть немного в теме, думаю, вы слышали, что иногда айдолы или участники подобных бэндов не выдерживают напряжения и заканчивают суицидом. Такой суровый китайский шоу-бизнес вообще не для русского человека, что в силу своего менталитета склонен класть на все болт. Но почему-то именно этот вечно уставший и грустный русский взгляд пришелся по вкусу китайским зрителям. Видимо, они устали от одинаковых, как под копирку, айдолов с безупречной внешностью, что меняется синхронно в зависимости от моды или вкусов публики, от их постоянно позитивного образа, полного энергии и благодарности своим фанатам. Лилуш на их фоне просто живой человек, в котором многие зрители увидели себя, что ненавидит свою работу, но каждый день туда ходит. И здесь Лилушу стоит отдать должное, ведь он не саботирует проект и не подводит свою команду, а выкладывается так, как может и хочет. Почему за него голосуют? Ведь чем больше он хочет уйти, тем больше голосов получает. Многие упрекают фанатов Лилуша, что те своими голосами манипулируют его судьбой. Но на самом деле причина такой дикой поддержки гораздо глубже, чем кажется с первого взгляда. Вокруг подобных шоу всегда крутятся скандалы с фальсификацией голосов. Всем зрителям все становится понятно, когда в финал внезапно запихивают какого-то неинтересного участника, за которым стоит большая компания. Со временем зрители поняли, что от них мало что зависит и выиграет все равно тот, за спиной которого больше капитала. И вот какой-то простой русский парень, что даже не горит желанием участвовать в данном шоу, получает каждую неделю кучу голосов от реальных китайских зрителей. В знак протеста против манипуляций крупных компаний в китайском шоу-бизнесе. Кстати, русскоязычные пользователи соцсетей тоже следят за развитием событий в Китае. В TikTok публикуют каждый день бешеное количество нарезок с шоу, где есть Лилуш. А известные русскоязычные видеоблогеры записывают ролики о том, что Влада держит в заложниках на китайском шоу талантов и требуют его освободить. И не важно, что он по своей воле подписал контракт, не разорвал его, а продолжает участие в шоу. Какая разница? Главное же хайп поднять. Прежде чем я расскажу вам о финале шоу, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, ведь вам не жаль, а мне приятно, и обязательно подпишитесь на этот канал. Я обещаю держать вас в курсе всех дальнейших развитий событий. А если вы интересуетесь легальным трудоустройством в Китае, я оставлю ссылку в описании на мое агентство и с нетерпением жду ваши анкеты. Буду рада трудоустроить всех желающих. Ну что ж, финал. 24 апреля объявили результаты конкурса, и, к счастью Владислава, он в бойбенд не попал. Его официальная китайская фан-база наконец недавно заявила, что уважает его желание не дебютировать и приостанавливает за него голосование. Но несмотря на это, Лилуш уже взял по максимуму из того, что ему могло дать это шоу. Он стал крашем миллиона китайских и даже русских девчонок, бигборды с его лицом уже украшают много зданий в Китае, а на Таобао уже аншлаг продаж чашек, чехлов, подушек и еще куча всего с его лицом. В одном из интервью для шоу Лилуш признался, что его мечта стать известным дизайнером одежды или моделью. И я прям уверена, что к нему на рассмотрение китайцы уже отправили сотню-другую предложений и контрактов в этой сфере. Вот такая она, история Лилуша на китайской фабрике звезд. Хочу вам напоследок показать его самую популярную песню на проекте «Джекпот». Ну, точнее, не песню, а это типа русский рэп. И кажется, именно после этого выступления всем все стало понятно. Чтобы стать звездой в России, совсем не обязательно иметь голос или уметь петь. Джекпот, окно пусто у меня, мой солдат несет не зло. Главное, чтоб была семья, вера в чудо не мое. Воин крутится в домах, братья учатся ходить. Этот вид мой из окна, перед станцией я не опустил.